Приветствую, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и как вы помните, в прошлой серии мы смогли преодолеть наш раскол страны довольно-таки мирно, относительно мы это все смогли преодолеть, даже еще чуть расширились здесь, отобрав территории, которые исконно наши, просто об этом они еще забыли. В этой серии у нас будет план, я думаю, дальнейшее расширение, наверное, на север, подъедим оставшиеся земли в гробницах, возможно, на юг, но, скорее всего, дальше на восток. Пока я занимался подавлением повстанцев, национализацией и стабилизацией страны, у нас произошел очень интересный ивент. Называется «Первый отчет». Проклятие только не снова, мои друзья обмениваются настороженными взглядами, пока наш шар катился вниз по темной и мрачной винтовой лестнице. Потеря меча в высоком храме не было чем-то необычным, но каждый такой случай оказывался жутким испытанием, окутанным леденящей душой темным той внизу. Несмотря на колебания, мы решили войти внутрь мрачного сооружения, чтобы вернуть потерянный мяч. В глубине тускло освещенного зала мы наконец его обнаружили и поспешно развернулись, намереваясь уйти. Однако мы понимали, что уже слишком долго пробыли внутри. Тревожное чувство закралось мне в душу, но прежде чем мне довелось его обдумать, я бросился догонять своих друзей, судорожно поднимаясь по лестнице. Как только я скрылся в тени, резкая боль пронзила мою лодыжку. Я в ужасе обернулся и только мельком увидел злобную ухмылку, скрывающуюся в темноте. Сердце закололось в груди, и меня охватил первобытный страх. Я спустил леденящий кровь вопль и помчался вверх по лестнице, не смея оглянуться. Дыхание сбивалось, когда я мчался прямо домой. По прибытии запыхавшийся и напуганный мама отмахнулась от моих жалоб, сочтя их детским воображением. Отец насмехался, приписывая царапину бродячему животному, однако моя бабушка, глядя на меня пустыми и отрешенными глазами, шептала с жуткой уверенностью: «Они идут». И наше время на исходе. Ее слова глубоко запали мне в душу, и я затрепетал от ощущения надвигающейся гибели. Тревожно, правда? Подобные сообщения поступают со всего государства. Ух, не знаю, что это, но звучит как очень странный хоррор. Я так понимаю, это произошло с нашим... У нас нет наследников. Да непонятно, с кем это произошло. Но с кем-то произошло точно. Что-то неладно. Мой отец, ослепший после долгих лет работы в угольных шахтах, жил со мной. Вместе с моей женой и детьми мы ухаживали за ним в течение многих лет. Несмотря на слепоту, он делал все возможное, чтобы помочь нам. Принимал участие в стирке, внимательно слушал детей и делал все, что было в его силах. Так было до недавнего времени. Однажды, вернувшись домой, застал свою жену в шоке и горе. Казалось, сбылась мой самый страшный кошмар, но ничто не могло подготовить меня к этому. Мой отец не умер, он просто исчез. В слепой панике я выбежал из дома и стал расспрашивать соседей и других людей, не видели ли они его. Все давали один и тот же одинаковый ответ: направлялся к высокому храму. Сбитый с толку и затаенным чувством, что что-то пошло не так, я помчался к храмовому комплексу, и там нашел его. Он стал на коленях посреди внутреннего двора, когда я вошел в это древнее роковое место. Он повернулся ко мне и с ухмылкой настолько широкой и тревожной, что ее дано носить не единому человеку. Я смотрел на него, казалось, часами неведомая сила лишала меня дара речи, пока не сумел прохрипеть: «Папа?» Вот это он растянул свою улыбку еще больше, его глаза стали черными, а прозрачная аура окутала его. «Царства падут, правители погибнут, а Халес расколется, как снесенная ветром ваза», – провозгласил он. Голос его был какофонией, сдерживаемым гневом, мстительного желания, похотливого садизма. Как будто тысячи людей говорили как один. После этого он ненадолго пришел в себя и рухнул на землю, как марионетка, брошенная кукловодом. Я подхватил его и, пытаясь вынести из высокого храма, почувствовал, что тысячи глаз и голосов смотрят на меня и шепчут, неразборчиво, но ясно, что что-то не так, и это только начало. Раскол царств. На протяжении тысячелетий высокие храмы оставались чем-то загадочно воздвинутым в ушедшую эпоху, давно исчезнувшим из памяти царств, а их истинное предназначение было окутано тайной. На протяжении веков философы пытались разгадать смысл замысловатых надписей, мудрецы стремились распутать заложенные в них пророчества, а проклятые осмеливались использовать их силу в своих целях, и с каждым разом они бросали в храмы все новые и новые камешки, каждый из которых добавлялся к бесчисленным другим, медленно раскалывая их оболочку, ибо один камешек не сделает ничего. Два почти ничего, но тысячи камешков уже имеют значение. Царапина превращается в трещину, а трещина в рану. Если одиночная рана не вызывает особого беспокойства, то тысячи ран становятся непреодолимым, как и судьба высоких храмов, уже ослаблены этим строением, быстро разрушались под тачивым неумолимым течением времени, как в материальном, так и в абстрактном смысле. Даже самые прочные стены первозданных построек поддались потоку тысячи духов, внезапно оживших после долгих лет заточения.
Высокие храмы рассыпались неисчислимым потоком духов, словно сверхъестественный прилив отопил улицы, разрывая земли, поглощая народы, от возвышающихся пиков до покрытых тенями долин. Все вокруг кишит призрачными сущностями. Это было настоящее нашествие, когда сходились как и мало, так и великие духи, движимые одной целью – сбежать сковывающих цепей высоких храмов и снова стать свободными. И вот Халес погружается в хаос и страх. Духи населяют каждый уголок, некоторые из них благосклонны, но большинство, кажется, хранят неумолимую агрессию к тем, кто осмелился подавлять их на протяжении стольких веков. Пока духи пожинают то, что мы, похоже, посеяли, наши люди реагируют по-разному. Рождают культы судного дня, пророчащего конец света, или митингуют против бедствий. Однако большинство дрожит в своих домах обманчивых убежища, ведь раскол затрагивает всех и проникает повсюду. Да, разъяренные духи. Звучит, конечно, просто огонь. Нам теперь с этим надо как-то бороться, я так понимаю. Ну давайте бороться, что нам остается. Сейчас подавим, а мы что можем вообще сделать? Восстановление храмов, меню ограждения духов. Защищает и подавляет для противодействия духам, да? Угу. Это не наши храмы. Какие наши здесь? Какие же здесь наши храмы? Вот этот храм, да? Подожди, это какой был? Вот этот. Мы пытаемся вновь заковать великого духа в цепи и предотвратить дальнейшее события раскола в этом регионе. Мы этим займемся. Сейчас сначала подавим вот эти восстания духов, а потом уже будем останавливать храмы и заковывать их в цепи. Куда он бежит, интересно? Да. Окей, Великий Бульварский водоток. Это мы там улучшили наши подъемники в бульваре. Ну что, пойдем потихоньку подавлять духов и заковывать их, стараться. Насчет военного инженера, кстати. Деньги есть, давайте содержание дисциплины. Дисциплина нужна. Еще дворяне где-то встали, да? Где? Ну, явно не здесь. Здесь мы вроде всех раздавили. Сейчас будем дальше заниматься. Здесь мы их побили. Они прям тяжело с ними драться, на то они духи все-таки. Так просто не будет. Ну а теперь пошли уже давить дальше духов. Храмовый комплекс восстановлен. Как раз таки тогда, когда его захватили. Это прям забавно. Еще мятежники всякие непонятные. Ну короче, самая веселуха пошла. И здесь мы, скорее всего, кстати, проиграем сражение. У меня есть такое чувство. Они прям сражаются очень хорошо, эти духи. На удивление прям. Ты сюда отошел. Ну и пойдемте под крепостью подеремся. Попробуем хоть что-нибудь сделать с этим. Можно нанять еще наемников, наверное. Хотя бы один отрядик. Но как-то людей у нас немного пока после прошлой войны гражданской. Поэтому нам тяжко всем этим драться. Сейчас что еще подведем войска. Да, тут прям вижу не очень во всех смыслах много. И мы проиграем, да? Ну да, мы проиграем. Значит, надо возвращать вот эту армию сюда. Разбираться всем этим делом. Это неправильно. Как-то это все неправильно, нехорошо. Еще национализация не закончилась. И духи там повставали и внизу, и здесь, и повстанцы. Их всех много, они все что-то требуют, все что-то хотят. Это прям печально глубоко. Давайте попробуем оградить их. Фестиваль. Все провинции этого владения должны быть защищены. Ну здесь они оккупированы сейчас. Ладно, сейчас закончим с этим восстанием. Истинное назначение храма остается для нас загадкой, однако это не мешает людям придумать необычные теории. Будто предложение о скрытом крытом бассейне, исцеляющем все недуги, или утверждение о том, что когда-то он служил убежищем для древнего Чикен Дейти. Каждая теория кажется более диковинной, чем предыдущая. Недавно появилась новая теория, связанная с высоким храмом и в провинции, группа, известная как Свободные Любви. Ну, короче, они устроили там, очень веселые занятия.
и делятся любовью, если говорить кратко. Поэтому мы сейчас их образуем с помощью штыков. Я думаю, штыки расскажут, что это не для любви было сделано все. Ну, и у нас от армии, я вижу, осталось почти ничего. У нас чисто наемники. Это прям очень печально. Но сейчас этот период пройдет в нашем государстве. Дальше, по идее, нам будет попроще. По крайней мере, хочу в это верить. Сейчас самое трудное будет позади скоро уже. Главное все национализировать, пережить вот этих повстанцев, и все будет хорошо. Честно вам скажу, я не очень понимаю, что значит все провинции в этом владении духа должны быть защищены. Как я должен их защищать? Мне непонятно. Это владение духа. А как мне его? Невозмутимые духи, осушливый климат. А как я должен это защитить, это владение? То есть я у магов смотрел, там у них нет ничего связанного с этим. Хотя, может быть, вот здесь есть что-то интересное. Да вроде... Да нет, тут ничего такого у них нет. А если в заклинаниях смотреть, то здесь тоже ничего такого нет. Ну, широкая защита, я не знаю. Говорят, зачем? Непонятно здесь. Поэтому я не понимаю, связано с этим механики, поэтому, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это вообще все контрить, так сказать, и что это такое. Я его выделил? Или не я? Нет, не я. Ну ладно. И мы выполнили задание, которое именуется «Отменить рабство». Когда Джад был молод, а солнце лишь поднималось из тьмы, мы заключили сделку с работорговцами, но мы всегда знали, что рабство чудовищно. Порабощение дает существу даже шанс исполнить его назначение Саруэлем. Цель и возможность – ничего хуже, чтобы можно было сделать живым существом. Теперь наше солнце Саруэля сияет высоко в полуденном небе, а значит настало время принести эту истину Ирахену. То есть мы отменяем рабство, получаем дальше претензии. Объединить Южный Рахен – это вот это. Сделка с Джентасом. Нужно беспорядки, 0, сепаратизм меньше 0 и наша религия. Там будет какая-то сделка. Здесь нужно интегрировать Харимари, мы занимаемся. Там будет наследие Харимари. Метассимилированных Харимари. У меня они есть, поэтому мы сможем это все прожимать. У нас сейчас появились полки артефакторов, поэтому я думаю, мы будем потихонечку на них уже переходить. Они будут мощнее, будем мешать артефакторов с нашей мифической кавалерией. И у нас, я думаю, проблем с армией вообще не должно будет быть. Тут непонятно, стоит ли грабить храмы или же нет. Вот в чем вопрос непонятный. Я пока это делать не буду. Я дал привилегии авантюристам, самые лицензии на храмовые квесты и дал им охотники на духов. Поэтому... Но вы в комментариях напишите, стоит ли грабить храмы, или нам как-то по-другому это можно все сделать более красиво. Я пока что пытаюсь остановить наши полки, потому что у нас очень большой недобор в армии сейчас. Я создаю такие полки из артефакторов нашей мифической кавалерии и пушек. Думаю, как только я смогу остановить более-менее нормальную армию, мы продолжим наши завоевательские походы. Решил немножко повоевать. Да есть, так сказать, земли кашкалюдей. Немножечко. Вот тут с ним может кто-то воюет, ему Хакара какой-то. Ну, это не будет у нас проблемой. Тут я вижу, мы с верховной ставкой уже граничим почти, да? Нет, даже граничим уже. Поэтому в будущем у нас будут войны с верховной ставкой. Также здесь золотой путь у нас потихонечку достраиваться. Поэтому скоро он весь достроится. И мы, скорее всего, выполним какое-то задание. Здесь, я помню, было на... Раз таки эти мы квесты не смогли выполнить, потому что мы завершили Деодоран. Вот золотая нить. Мы должны здесь построить везде золотые. Золотой путь должен быть проложен. Мы его прожмем. Будет восходящее солнце. Есть рассветный храм. Что нужно здесь построить? Провинция находится в континенте Халис, местная автономия. Должен быть везде Джад, развитие по 50 у храмов, да? Это рассветного солнца. Потом заходящее солнце, это нифига. Сюда мы не сможем пройти. Вот это еще куда не шло, а вот...
Анбенкос, потом связующий свет Саруэли, это вообще не пойми куда. В колонии никогда не заходит солнце. Интересно. Голос Саруэли, нам нужен маг. Имперская перепись, нужны просто деньги. Эта война подошла к концу, мы постараемся забрать как можно больше земель вот здесь. Пусть они подказаны, наверное, претензии, которые имеют на наши земли. Почему нет? Ну и мы чуть-чуть продвинулись в этом квесте. Конечно, выполнить мы его не выполнили. Здесь инициация стоит просто бешеных денег каких-то непонятных. Прям реально бешеное количество этих денег стоит. И мы вроде выполнили даже задание, да? Подожди. Мы выполнили. А, это Триумф Солнца. Это из-за сверхрасширения, да? Давайте масштабное открытие Триумфа Солнца. Если наше прошлое празднование запечатлело красоту и новизну на солнце восходящего, то следующее должно отразить все величие и славу солнца полуденного. Каждый уголок державы от песков, по которым ступал Джадар столетия назад, до последних включенных в наши границы земель, должен познать месяцы пиршеств, развлечений и чудес. Пусть каждый солдат отложит свой клинок, пусть каждый работник позабудет на время о своем бремени. Какова бы ни была дарована Суруэлем цель в его жизни, прямо сейчас настало время праздновать. Сейчас у нас будет вот масштабное открытие Триумфа Солнца. Все начнется в полдень. Повсюду жарко, солнце над головой — символ силы Саруэля. В Гангенкинских холмах каждый дальний родственник каждого рода собрался на пир, и здесь оно самый уважаемый гость. В Силахаде оно яростно обрушивается на поток паломников на их пути к горе Ясного Взора или в Аскаджат. Это тепло, жар стоит исцепляющий. Правоверные знают, что жар напоминает о том, что Саруэль с ними в этом путешествии. К северу от Джад-Назара Кутилы окружили озеро Наза. Нежесть в свете уплывает празднование на берегу к баржам, удовольствие поблизости. Повсюду везде триумф и везде триумф солнца. Ну, мы не можем воевать, у нас плохо производство, зато мы получаем хорошие бафы на подавление, так понимаю, восстаний, чтобы они не образовывались. И, наверное, я думаю, пришла пора нам разобраться с гарпиями. Надо бы их, наверное, интегрировать все-таки уже. Хватит. Хватит уже этого. Гномов пока не интегрирую, потому что они здесь воюют вроде как. Если они довоюют, если они захватят все это одним разом, будет шикарно, то я их интегрирую. Потому что нам нужно выполнить задание «Свет в глубине тьмы». Ну там, правда, награда такая себе, просто выполнить ради того, чтобы выполнить, и все. По сути. Великое завершение Триумфа Солнца. Все кончится в полдень. В перечном конкурсе южных городов состязающие дойдут до самых острых экземпляров из Сарк-Кашабида. Сардики из побережья Рахенского залива, и огонь в их животе будет пылать столь же ярко, как и солнце над их головами. Повстанческие настроения везде пройдут, мы получим неплохие бафы. Но нам нужно еще сбивать сверхрасширение, которое на 150%. Это печально. Подготовка к храмовому квесту. За пределами храмового комплекса провинции царит тревожная атмосфера. Нашего интереса готовится к первой настоящей экспедиции в глубины комплекса, готовясь к ужасам, чудесам, которые могут их там встретить. Мастер артефакторов. Давайте лучше мастер артефактора возьмем. Храмовый квест ловушка. Продолжить поиски. 0 членов партии ранено, поэтому продолжим. Что здесь такого-то? 1 член партии ранен. 7 реликвий предтечи. Ну давайте продолжим пока что поиск. 1 член партии ранен. 15 реликвий предтечи, 1 ядро домистира. Продолжим поиски. И можно военку еще на опережение взять. Ну, это прекрасно. Нам не хватает мест в парламенте, да? Давайте дадим какому-нибудь городу. Хуже не будет. Опять ловушка, 2 ранен. Давайте отдохнем. Потом продолжим. Все у нас здоровые. Продолжим. Мы уже на 145 крон. На 200 крон нас собирали. Давайте продолжим. Мне интересно, они дойдут же рано или поздно до именно прям чего-то более интересного, как это у Они было сделано. Или они просто ради того, чтобы деньги пособирать? Не знаю. Ну пусть в любом случае идут. Хуже не будет. И экспедиция наша, к сожалению, умерла в своем походе.
Ну а что нам поделать? Нам бы с этим уже перестать дружить на самом деле. Нам с ним воевать так-то надо уже. Нам нужны какие-нибудь союзники потенциально. В потенциальном будущем. С кем мы можем дружить? Ну, с этим можно дружить, хотя не уверен. Ну, пока можно с ним и подружить немножко. Я думаю, а потом уже разберемся. Верховная ставка меня не любит, здесь эти меня тоже не любят. Но я бы на самом деле сюда бы сильнее бы грызся. Для этого нужны нам армии, которые здесь находятся. Восстания там, да будут, я так понимаю. И здесь не будут, они вот здесь будут. Да, потихонечку перекидываем наши армии сюда. И готовимся к войне на этом фронте. Постараемся забрать вот эти земли. Получить свое место. Давайте здесь лучше скорость становления рекрутов. Нам бы еще этого добить. За него вступится вот этот южный. Вот этот вступится. И вот этот вступится, да? То есть, а сколько у тебя войск? У тебя войск, да немного-то. Надо, наверное, отряда 2 сюда направить. Но мы сюда высадиться не сможем к этому пацану, к сожалению. Нам бы этого добить. Заодно, я так понимаю, и этого уничтожим. А потом уже будем зеленым воевать, как положено. И постараемся еще глубже туда влезть. И мы изобрели какие-то винтовки. Давайте мы их сразу поставим тогда на вооружение. Нам это дает 20% огневой мощи. У нас всего 10 артефактов сейчас. Ну давайте, ладно. И пусть наши артефакторы будут потом дальше чем исследовать. Хорошее, интересное. Давай здесь прокачаем. Сейчас только надо накопить. Им на лапу, чтобы дать. Чтобы их отправить во все. Давайте также военное дело изучайте. И нам нужны генералы. Нам нужны генералы. Везде притом. Да, здесь тоже нужен. Мы будем потихоньку готовиться к войне. Этот этого выбьет. Эти двое здесь выбьют. У него армии же небольшие. Нет. Это, наверное, основные боевые действия будут вот здесь проходить. Наверное, там мы тоже, кстати, влезем. Хотя претензий вроде как нет сюда лезть. Но мы чем здесь придумаем? Мы там повыделяем или вассала сделаем. В любом случае, что-то из этого хорошего у нас получится, я думаю. Вот война началась, и сейчас мы постараемся как можно быстрее ее закончить. Я думаю. Проблем с ней особо не должно быть у нас. Потому что враги не очень-то на самом деле сильны по отношению к нам. 21, у нас 22 военный. Плюс у нас хорошие полки. Хорошо обученные, вооруженные. Поэтому мы, наверное, без проблем сможем здесь уже пройти. Что делать только с вот этим типом непонятно. Потому что мы не можем туда высадиться никак. К сожалению, вижу. Здесь есть попытка прорвать нашу оборону. Которая для них закончится, к сожалению, никак. Деньги у нас, конечно, кончаются. Это все из-за коррупции. Это все из-за коррупции. Надо чуть подснизить, чтобы она снижалась, но денег не расходовала в таком количестве, как сейчас. С первым врагом мы закончили свои дела. И сейчас мы его присоединим. Все. Осталось закончить теперь с другими людьми, которые мешают нам здесь воевать. Точнее, закончить эту войну. Ну, это все мелочи жизни, и мы что-то открыли. Господа Халеса. Господа Халеса. Когда Харимар умер, его империя распалась, бесчисленные Харимари, жаждущие заполучить его мантию в качестве господ Халеса, и в этой роли эволюционировали от звероподобных воинов до благородных королей-философов. Теперь, когда они стали неотъемлемой частью нашей империи, наша власть над Халесом, да и над всем Халаном, выиграет от их великолепной мудрости. Ну и наследие Харимари нужно ассимилировать Харимари. Но их очень много, и это будет сделать очень сложно. Но в теории это возможно, и когда-нибудь мы это и сможем сделать. Обновить железную дорогу. Там у нас там есть маленький ее кусочек, давайте обновим. Это что такое? Это что такое за прорыв? За врыв непонятный. Ладно, будем потихонечку сюда вгрызаться.
Я еще попутно потихонечку отнимаю привилегии у сословий, и уже у нас абсолютизм 8. Я думаю, это в будущем нам пригодится в любом случае. На самом деле, вот от него мне ничего не надо. Я хочу, чтобы он просто вышел из войны, и мы ее закончили. На самом деле, скажем честно. Но вижу, он не хочет, чтобы мы закончили эту войну. Поэтому он нас донимает немножко. Только его армия, где вся непонятно. Ну, там 40 тысяч были. Да всплыли что-то резко. Ну вот они появились, да, его полки. Ну, это не страшно для нас. Это мы сейчас все сделаем. Главное, чтобы он просто из войны вышел. Он не хочет пока. Ну ладно, сейчас пару крепостей еще упадет, и он, я думаю, уже одумается. Ну, с этим тоже непонятно, что делать. Потому что мы, по сути, воюем только за вот эту провинцию одну. Нам больше как бы... Ну, в принципе, можно, наверное, подписать прямо сейчас уже. Ну, в принципе, да. Что там, морочиться лишний раз. Опять сверхрасширение под 90. Что ж такие провинции все дорогие? Ладно, сейчас будем концентрировать нашу силу уже на восточном направлении и уже начнем воевать с зелененьким. Его зовут, насколько я помню, Бхуваури. У нас пока вроде претензий на Верховную Ставку нет, но они нас уже недолюбливают и уже, как бы я вижу, готовы к войне против нас. Но, надеюсь, такое не произойдет. Ну, вернее, произойдет, но не в ближайшем будущем, потому что у него армия в 400 тысяч. У нас потенциальная армия, конечно, больше, но у нас не хватает пока рекрута в основном и денег на реализацию на полной мощности нашей военной машины, но я думаю, это рано или поздно будет исправлено. Как здесь шелковый путь, кстати, проживает? Ну, почти везде достроен, еще здесь пару провинций осталось. И шелковый путь здесь будет достроен уже в полной ее мере. Проблема с качественным железом, это да. Ну, ничего страшного. Обезьяны-воришки. Да пусть авантюристы занимаются. Владение духом. Что с этим владением духом делать, честно вам скажу, я ума не приложу пока. Заплатить охотникам за духом. Там должен быть разрушенный храмовый комплекс. И что это мне даст, интересно? Тут только дебафа дается. Давайте ради интереса попробуем разрушить храмовый комплекс какой-нибудь. Это мне прям интересно. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, сделал. Хотя нет, давайте так. На этом я данную серию закончу, а вы в комментариях напишите, как из этого выходить и стоит ли мне разрушать храмы. То есть, если я разрушу храмы, то я смогу как-то преодолеть данный кризис, или он как-то по-другому преодолевается. Поэтому я буду ждать вашего ответа на данный вопрос. А на этом данная серия подходит к концу. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам она понравилась. Если так, ставьте лайк, если нет, дизлайк. Можете поделиться данным видео со своими друзьями, которые любят Европа Универсалис 4, точнее мод Anbinар. И всех зову в группу в Телеграме. Там мы общаемся периодически. Там происходит оповещение видео, стримов и вся жизнь на канале там происходит. А на этом все. И до встречи в новых сериях.